Приветствую вас на своем канале Цветок Персика. Меня зовут Наталья, и сегодня во втором уроке мы будем формировать непосредственно цветочек нашей небольшой композиции. Итак, приступим. Я выложила на палитру два цвета: розовый, перемешанный с белым, и темно-розовым. И лепесточки мы будем формировать таким образом, что основания они будут более светлые, и на краешках они будут немного потемнее. Что для этого нам надо сделать? Опять-таки мы всегда начинаем с набора аккуратного классического лепесточка. Я взяла мастихин побольше. Сейчас посмотрим, как он будет формировать нам. И вот мы начинаем набор сначала нашей базы. Будем мы делать двойные лепесточки. Если в прошлом видео мы листики и чашелистики ограничивались набором одинарных лепесточков, то сейчас, чтобы лепесточек был более крупным, мы его будем делать именно двойным. Вот у нас получилась основа такая, база. Видите, переход от светлого к более темному, точно так же, как и вот в этих лепесточках. И теперь мы начинаем набирать. То есть для того, чтобы соединить там два лепесточка, мы должны сделать набор сначала на левую сторону, потом на правую, либо наоборот, последовательность не важна. И затем уже соединяем наши два лепесточка и выкладываем непосредственно на работу. Вот у нас уже идет подъем, набор лепесточка. Вот он у нас какой получается. То есть, да, вот еще хотела заметить, сейчас мы будем выкладывать лепесток вот такой вот стороной, лицевой, гладенькой стороной наружу, но в некоторых цветах очень красиво смотрится, когда вот такая вот рифленая поверхность выкладывается именно на лицевую сторону, то есть создается дополнительная фактура, объем, и это тоже интересно. Но сейчас мы будем выкладывать. Вот он у нас такой получился красивенький лепесточек. Формируем другой лепесток. И формируем его уже. Так, сейчас мне это что-то не нравится. Сейчас немножко разгладим. Но для того, чтобы удобнее было набирать лепесточек, кто-то от горочки набирает. Но по мне так вот удобнее, когда немного мы расплющиваем нашу горочку, тогда набор лепесточка идет более такой тоненький, но еще на толщину лепесточка у нас влияет угол наклона мастихина при наборе, а также густота нашей штукатурки. Вот на данный момент я штукатурку дополнительно не загущала, потому что в помещении очень тепло, и она у меня нещадно сохнет. И то есть я боюсь, если я сейчас возьму крахмал и сделаю загущение штукатурки, то она высохнет буквально через 10 минут. И потом уже с такой штукатуркой будет работать невозможно. Потому что помимо того, что я работаю, я должна еще следить за ходом видео. И поэтому сейчас будем работать просто штукатуркой из баночки, без дополнительного загущения. Вот мы счищаем краешки, чтобы у нас был гладкий ровный краешек. Но также вот его можно салфеткой, влажной салфеткой. И делаем набор лепесточка на другую сторону. То есть мы всегда при формировании двойных лепестков один лепесток формируем на левую сторону, а другой лепесток на правую сторону. И затем эти лепестки соединяем. Кроме того, при наборе особенно больших лепестков мы можем соединять три части лепестка. То есть делаем еще какую-то серединку, объединяем их и получаем большой лепесток. То есть вот сейчас я выкладываю наш лепесточек на палитру, очищаю мастихин. Беру нашу другую половинку и объединяю их.
серединку я должна аккуратненько пригладить, соединив между собой два наших лепесточка. Вот эти вот лишние краешки можно убрать. То есть вот такой у нас получился лепесток. И вот наша композиция, ну понятно, что цветок будет располагаться вот в этом месте. Мы его снимаем с палитры аккуратненько. И вот выкладываем. При помощи второго мастихина прижимаем у основания для того, чтобы получилось сцепление с поверхностью, чтобы он у нас потом никуда не отпал. И вот сейчас мы можем этот листочек наш немножко помодифицировать, то есть приподнять лепесточки, как-то его немножко изогнуть. Вот так, наверное, будет достаточно. И сейчас мы начинаем формировать следующий лепесток. Все делаем аналогичным образом. Лепесточки между собой могут отличаться, потому что, понятно, невозможно всегда набрать абсолютно одинакового. Да, я уже неоднократно говорила, в природе нет ничего одинакового. И наоборот будет смотреться намного интереснее, когда наши лепестки отличаются друг от друга, потому что какой-то лепесточек побольше, какой-то поменьше, который какой-то загнут в одну сторону, какой-то в другую, где-то у какого-то лепесточка у нас уже появилась там какой-то дефект, возможно. То есть все вот эти моменты надо учитывать, потому что чем... Так, вот видите, вот такой получается лепесточек, он некрасивый, поэтому мы его сейчас переделаем. Так вот, очищаем. Оставляем только вот нашу основу. Аккуратненько очищаем краешек. И начинаем набор. Для того, чтобы лепесточек по всей поверхности мастихина, вот по этой реберной части, получался аккуратненький, круглый, необходимо надавливать при наборе на всю поверхность мастихина одинаково. То есть вот первоначально, когда у меня не получился лепесток, видимо, нажим в какой-то части мастихина у меня был сильнее, в какой-то меньше. И поэтому идет деформация лепестка. В некоторых случаях нам такой лепесток пригодился бы, но конкретно в данном случае я его заменила и сейчас сформирую другой лепесток, который больше меня устроит. То есть вот лепесток, я его снимаю на палитру. И сейчас моя задача сформировать еще один лепесточек. Так. Вот у нас горочка такая получилась. Это всегда основа любого лепестка, любого листика, который мы бы формировали. И теперь формируем, делаем набор лепестка на другую сторону. И затем мы эти два лепесточка объединим в один и уже разместим непосредственно на нашей композиции.
Вот, кстати, именно вот в этом варианте работы у меня получается очень много вот этого темного цвета. И мне, честно говоря, это не совсем нравится. Сейчас последующие лепестки. Вот, кстати, вот опять делаю упор на, видимо, на носик лепестка. И он опять начал формироваться немножко не таким, как мне хотелось бы. Ну ладно, я его оставлю. Но вот такие моменты всегда надо учитывать. То есть, чтобы получился идеальный лепесток, давление при формировании лепестка должно быть одинаково на всю поверхность мастихина. Вот когда мы формируем, например, лепестки для пионов, мы целенаправленно делаем упор на краешек, на кончик мастихина и больше формируем в той части для того, и делаем как бы рваный край, тогда у нас получается такой пушистый рваный лепесток пиона. Но вот сейчас вот это вот не очень хорошо, но если мы его вот объединим, у нас должен получиться вроде бы нормальный лепесток. Вот. Вот такой лепесточек у нас получается. Мы выглаживаем. И снимаем с палитры для того, чтобы разместить на нашей работе. И вот мне его хочется разместить вот с этой стороны композиции. Вот он, кстати, сам принял форму, которая, в принципе, меня устраивает. Мы его так и оставим. Вот он немножко приподнялся, вот, создавая тем самым объем. И мы его таким образом оставим. Сейчас я добавлю штукатурки. Ее специально много не добавляю, потому что она почему-то у меня нещадно сохнет. Вот у меня тут уже я подготовила розовую с белым, навела штукатурку. И кусочек небольшой взяла темно-розовый. А так это вот бренд Евгения Ермилова, баночка. Такой нежно-розовый цвет. Называется, как он называется? Розовый дым. Очень мне нравится, потому что в основном цветы, ну, чаще всего розового цвета. И это такой основной универсальный, очень красивый цвет. Так, я хочу вот это вот пока отделить, кучку, и оставить только вот так. И сейчас мы будем формировать оставшиеся лепестки. Делаем все по аналогии, то есть ничего нового я тут не придумываю. Это основа, это база. То есть в скульптурной живописи все строится на правильно сформированном лепесточке. И уже с помощью этих лепесточков и листиков формируется непосредственно композиция. Лепесточки, листики могут отличаться по размеру, немного по форме, но вот основу базы мы всегда набираем абсолютно одинаково. Поэтому важно вот этот навык приобрести, чтобы делать набор для формирования лепесточков. Так. Вот я его выкладываю на палитру и приступаю к набору другой стороны нашего лепесточка. Вот я 3 листочка уже сформировала.
они получились у меня немного крупнее, чем в том цветке, который я формировала в первоначальном тестовом варианте. Но ничего страшного, мы сейчас посмотрим, что у нас получится. Для набора лепестка я взяла мастихин побольше, не тот, который, видимо, поэтому у меня листики получились побольше, потому что вот в предыдущей композиции я формировала лепесточки вот таким мастихином. А сейчас я взяла вот такой мастихинчик. Сейчас я его вытру, от салфетки у меня. Вот, и что для этого мне надо? Я выкладываю такой горочкой 2 цвета одновременно, немного ее расплющиваю, для того, чтобы удобнее было набирать. И начинаю набор основы. То есть мы формируем для начала горочку. На мастихине, и уже к этой горочке уже у нас будет формироваться непосредственно лепесточек. Вот она у нас сформировалась. Мастихин всегда должен быть чистым, поэтому мы его очищаем и начинаем формировать лепесточек. Так, вот что получилось. Так, начинаем формировать лепесточек на одну сторону. Лепесточки у цветка у нас будут двойные, поэтому мы сначала сформируем лепесток на левую сторону, потом на правую, соединим их между собой и непосредственно уже на композиции разместим. Так, вот я снимаю. Что он у меня получился. Ничего страшного, бывает такое. Сейчас мы попробуем снова. То есть мы набираем... Так, надо сначала очистить мастихин. Всегда у нас под рукой есть влажная салфеточка. Это у меня чересчур влажные получились с каплями. Делаем основу. Снимаем лишнее. Вот получилась горочка, ровненькая, идеальная. Снимаем вспомогательным мастихином. Так, и начинаем формировать лепесток. Я делаю небольшой угол наклона мастихина для того, чтобы мой лепесток получился более тонким. Вот набранный лепесток. Снимаю. Вот он какой красивенький получился. И теперь я должна сформировать такой же лепесток, но на другую сторону. То есть набираю основу. Очищаю лишнее. Очищаю поверхность мастихина. То есть такие все манипуляции, которые, в принципе, со временем должны быть доведены до автоматизма, потому что, как что называется, привыкнешь что-то делать, так потом в последующем и будешь это делать. Так, набираем лепесток на другую сторону. Здесь важно при наборе лепестка давить на мастихин одинаково на всей поверхности ребра, то есть вот на этой поверхности, чтобы при наборе давление было одинаковое. Если я буду делать упор на краешек мастихина, то у меня будет формироваться такой треугольный лепесток. В принципе, такой лепесток нам будет необходим при формировании лепестка пиона или хризантемы, но в данный момент немножко его повело, лепесточек.
Но мы оставим его в таком виде. Сейчас мы при объединении лепесточка он немножко скрасит дефект получившийся. Так, ну, мы, как всегда знаем, что мы не боимся ошибаться, мы не боимся, если у нас что-то не получилось, потому что пока штукатурка мягкая, пластичная, мы всегда можем этот лепесточек снова замесить в общую массу и сформировать его по новой. То есть, если вот сейчас, например, у меня не получится вот тут объединить все это аккуратненько, я его просто-напросто переделаю, и здесь нет абсолютно ничего страшного. Но лучше, конечно, когда лепесточек у нас сразу формируется красивым и аккуратным. Вот я его пытаюсь разгладить. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Кстати, это хорошо, когда вот при вот таких мастер-классах что-то не получается. Всегда есть возможность показать, как это что-то можно исправить. Потому что, я еще раз повторю, ошибки допускают абсолютно все. И просто на этих ошибках мы должны учиться. Так вот, вычищаем эти мастихинчики, основной вспомогательный. И сейчас мы посмотрим, что у нас получилось с этим лепесточком. Будем ли мы его использовать в работе, либо мы его переделаем. Но, в принципе, он получился нормальный. Поэтому мы его сейчас используем в нашей работе. Я его хочу... Вот. Лепесточки у меня из-за того, что я взяла мастихин большего размера, получились значительно больше, и поэтому вот то, как была задумана первоначальная композиция, вот видно, да, сразу по размеру они намного отличаются. И в итоге у меня, по сути, эти лепесточки не помещаются в пределы композиции, и мне уже приходится по ходу работы как-то это дело все корректировать. Вот. Но ничего страшного тоже в этом нет. Вот мы его аккуратненько, мы даже вот совсем можем завернуть. Вот тут у нас еще вот так краешек выгнулся. В целом получается очень интересно, потому что, я говорю, лепесточки не бывают все одинаковые, все идеальные. Какой-то в одну сторону повернулся, какой-то в другую. То есть и вот у нас еще осталось посадить вот в это пространство лепесточек и вот здесь вот какой-то, возможно, это будет одинарный лепесток. Кстати, вот мы можем сейчас его сразу сформировать. Так. А мне хочется добавить сюда еще просто светло-розового, потому что какой-то уж он очень темный у нас получается. Вот я сюда добавляю. Что, спи, давай, спи. Не отвлекайся, спи. Тут у нас лежит помощник на заднем плане. Его, наверное, не видно. Но всегда рядом, всегда помогает. Мне кажется, у всех, кто увлекается творчеством, все непременно где-нибудь рядом всегда лежит кот и помогает в работе. Расскажите, у вас это так? Если у вас кот, а может у вас их два? Вот у меня, например, два кота, кот и кошка. И сейчас рядом со мной помогает работать кот. Кошка где-то бегает. Кошка показывалась нам в прошлом видео, когда я рассказывала про мастихины. Так, будем формировать лепесток. Так, опять у меня не нравится. Ладно, сейчас в эту сторону попробуем. Я сформирую сейчас одиночный
лепесток, но сделаю его немного больше, чем те, которые я делала до этого, формируя двойные лепестки. И этот лепесток я посажу вот в этот просвет, потому что двойной лепесток, наверное, здесь у нас не поместится. А вот увеличенный одинарный как раз, наверное, будет самое оно. Но мы сейчас посмотрим. То есть я говорю, всегда задумываем одно, а по ходу формирования композиции получается что-то немножко не так, и мы всегда начинаем модифицировать, всегда начинаем как-то изменять. Какие-то новые интересные варианты и возможности получаются, которые мы используем. Ну и самое главное, никогда не надо ничего бояться, потому что всегда мы учимся чему-то новому, и прежде всего любую работу мы делаем для себя, потому что творчество, оно все равно способствует какому-то развитию, какому-то получению удовольствия. Так, и что, и как мне тебя посадить? Так. Нет, что-то как-то не знаю. Так, ладно, я пока оставлю его на палитре. И сформирую совсем небольшой лепесток на эту сторону. Так, очищаем мастихин. Так. Вот я его большим делать не буду. Вот такой мне вполне достаточно. Вот, и теперь вот это наш маленький лепесточек я попытаюсь объединить вот с этим. Так. Вот у нас получился такой вот он, вроде бы и двойной все-таки, но он получился поменьше, потому что одну часть лепестка мы сделали совсем крошечной. Выглаживаем вот этот шовчик, чтобы поверхность лепестка была однородная и аккуратная. Это лишнее можно убрать. Так, всегда стараемся сгрести штукатурку в единую кучку, потому что в единой кучке она не так быстро засыхает, потому что то, что вот тут осталось на поверхности, тоненький слой, он моментально у нас высыхает, уже потом ничего с ней поделать нельзя будет. Вот, и мы берем этот наш небольшой лепесточек и вот попытаемся его вот в эту часть посадить. Вот так. Тут у нас очень красиво. Так, вот это мы еще больше согнем, а этот лепесточек мы сделаем вот только краешек, вот так вот. Это место, серединку мы приподнимем. Приподнимем. И вот у нас получается уже что-то такое уже на цветок похоже. Так, и нам осталось сформировать последний лепесток. Сейчас мы его быстренько сделаем. И будем делать уже нашу серединку. Очищаем наш краешек. Не забываем. Тоже можно салфеточкой протереть. Так.
Так, и начинаем набор на эту сторону. В принципе, вот с этого края тоже нам не нужен очень большой лепесток, поэтому я сделаю его вот таким. Так, сейчас мне надо набрать лепесток на другую сторону. Очищаем. Так, смотрим, что у нас получилось. Вот такая курочка. И набираем лепесток на другую сторону. Так, опять что-то пошло не так. Так. Очень важно давить на всю поверхность мастихина одинаково, чтобы у нас лепесточек получался кругленьким и аккуратным. То есть даже если у нас что-то не получается, всегда можно переделать, это не страшно. Так, вот он наш лепесточек. Объединяем его с первым лепесточком в единый двойной лепесток. Так, вот тут краешек, что-то у нас тут зацепилось. Мы это дело убираем. И объединяем два наших лепесточка для того, чтобы уже его использовать в композиции. Вот. И тоже смотрим, как нам его лучше разместить. В принципе, мы тоже с одного края сделаем. Вот у нас вот таким образом хорошо получается. То есть у нас лепесточек красиво посаженный, при этом бутончик видно. Можно его даже немножко приподнять. Мы тут придавим серединки, чтобы он у нас был хорошо закрепленный. И вот так вот его можно из-под центра его немножко загнуть. Вот так вот. Больше вот в эту сторону лучше развернуть. Вот и все лепесточки проверяем, насколько они у нас закреплены, потому что это важно. Пока штукатурка сырая, мы можем закрепить, мы можем где-то какие-то лепесточки подправить, подкрутить. Как только штукатурка у нас высыхает, у нас уже больше не будет такой возможности. И потом даже лепесток может отпасть, тот, который не был предварительно хорошо закреплен. Поэтому проверяем на данном моменте все эти нюансики. Вот.
мы закончили формировать лепестки нашего цветка. В следующем видео мы рассмотрим, как нам сформировать серединку, а также окончательно недостающие листики сформируем. И тем самым уже закончим нашу композицию. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока-пока.